Всем привет, с вами Булавцев Михаил, канал Дом вверх дном, и у нас собран очередной урожай клубники. Уже, наверное, третий раз мы собираем урожай клубники, будет еще. Сделали уже и варили компоты, заморозили, Лилины родители варили варенье, и теперь мы решили ее посушить. Решили вообще в этом году сушить большое количество фруктов. Возможно, будем экспериментировать с овощами. Конечно, мы пропустили, уже хотели засушить хурму. Об этом уже поздно узнали. В конце сезона она стоила всего лишь по 30 рублей килограмм. И поэкспериментируем на будущий год. Так, сейчас с клубникой необходимо будет сначала ее подготовить, разделаться, помыть, обобрать хвостики все. И приступим к резке. Итак, первая партия клубники намыта, хвостики отделены. Клубника мелкая, но она ароматная и очень вкусная. Теперь приступаем к процессу резки. Крупную мы режем дольками примерно по 4-5 мм. Мелкую придется резать мне пополам. Какую-то совсем мелкую надо будет целиком бросать. И так всю клубнику. Сушить клубнику мы будем в электрической сушилке, и вот в таких решетках мы ее сейчас будем раскладывать. Рекомендую раскладывать, не касаясь кусочками друг друга, чтобы при высыхании они не слиплись, иначе слипнутся и получатся такие паровозики. То есть свободно вот так раскладываем. Фух, я это сделал. 6 пластин набил клубникой. Клубника мелкая, и с ней сложнее работать, дольше, неудобно. Но какая есть, такой и работаем. Зато она ароматней и вкусней, чем крупная. Такой сорт. Осталось нажать только кнопку «Вкл» и запустить сушилку. Сушилка у нас электрическая, Вольтера 1000. Сушу я все на температуре примерно 40-45 градусов. Сейчас клубнику буду на 40 сушить, так как именно при этой температуре сохраняются все полезные вещества, все полезные витамины в нашем продукте. Даже говорится, что при данной температуре сохраняется всхожесть семян. Соответственно, наиболее такой оптимальный процесс. Также сушка, процесс сушки, что подразумевает собой, это удаление влаги из продукта. Соответственно, это не нагрев, а просто-напросто удаление влаги. И концентрация полезных веществ, получается концентрация аромата в продукте увеличивается. Соответственно, клубника станет еще вкуснее и приятней. По времени сушки работы сказать точно не могу, но не менее 6 часов. Здесь играют роль ряд факторов, таких как количество колец, используемых в сушке. На нашей сушке их можно до 15 решет одновременно использовать. Также зависит от толщины нарезанных долек и от степени заполнения решет. То есть, чем сильнее заполните, чем больше объем продукта уложите, тем дольше будет сохнуть. До встречи через сколько-то часов. Ну что, клубника готова? Прошло 13 часов. 13. Мои ожидания не оправдались, где я думал, что 6-7.
Скорее всего, это просто-напросто из-за низкой температуры, такое большое время сушки. Клубника, как и предполагалось, стала очень мелкая, буквально как изюм, как семечки. Теперь задача ее всю отделить и поместить в стеклянную емкость, в стеклянную банку. И, конечно, ну вот вся клубника собрана и, можно сказать, упакована. Из 2 килограммов 100 грамм получилось 300 грамм сушеной клубники. Теперь данную клубнику можно использовать на протяжении всего года, заваривать в чай, добавлять в свои кулинарные шедевры или просто есть как сухофрукты с чаем, например. Делитесь в комментариях своими секретами, своими рецептами, что сушите, пользуетесь ли вы электрическими сушилками. Всем приятного аппетита! До новых встреч и новых рецептов!